Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы вместе с вами будем разделять вот этот магазинный кустик. Хочу сразу сказать, сразу после получения куста внимательно осмотрите все листовые пластины на предмет вредителя, наличия заболеваний и затем обмойте растения, то есть обмойте все листовые пластинки. Я использую для этого обычный мыльный раствор, обычное хозяйственное мыло, губка для посуды. Аккуратненько обмываю с обоих сторон и затем смываю остатки раствора под душем. Сделав так, вы уберете пыль, грязь, которая накопилась на листиках растения, а также те препараты, которыми обрабатывалось растение как до отправки, так и при поступлении в магазин. Мы будем с вами делить этот куст, но если вы не собираетесь его делить, если вы хотите вот оставить такой пышненький красивый кустик, то можно пересадить его методом перевалки, то есть сохранением земляного кома. Для этого вам надо будет аккуратненько извлечь растение из горшка. Можно подавить чуть-чуть, он так легче выскочит. Далее осмотреть корни растения на предмет наличия загнивания и по возможности убрать лишний грунт. Можно снизу вот так вот аккуратненько и опять же сверху. Делать это все надо аккуратненько, чтобы не повредить корни антуриума. Полностью грунт очищать не надо, так как по составу тот грунт, в котором пришло растение, он схож с грунтом второго состава. И компоненты грунта такие же, и кислотность соответствующая. То есть растение после пересадки у вас не будет испытывать стресс и страдать не будет. Ну вот примерно, я так думаю, вот этого будет достаточно. Видите? Опять же мы видим и корешочки. Они хорошенькие, здоровенькие. Если есть возможность, то аккуратненько прощупайте серединку. Проверить им, так сказать, на наличие торфяного стаканчика. Но у меня здесь его нет. Вот в таком виде растения можно уже посадить в новый горшочек. При выборе горшка просьба обратить внимание. Вот это у нас 12-й горшочек. То есть для посадки вы можете использовать чуть больше объем. То есть, допустим, 14-й горшок. Ну, если нет, уже тогда выбирайте чуть побольше. В принципе, ошибки не будет. Оно не навредит, а будет все отличненько. Ну, вот так как мы с вами растения это будем дальше делить, то, конечно, мне придется вот эти остатки грунта убрать. Вот вы видите, что грунт здесь очень сильно переувлажнен. Я изначально знала, что... Вот, посмотрите. Видите, какое? Вот даже если нажать, вот так с него течет вода. Просто я изначально знала, что я буду этот кустик делить, поэтому я хорошо пролила грунт. Вот. Если вы пересаживаете, опять же, методом перевалки, то вот так вот мочить грунт ни в коем случае нельзя. Ну, аккуратненько сейчас я уберу остатки грунта, а потом мы вместе с вами уже будем делить этот кустик. Я убрала грунт с корней, считаю, что этого достаточно. Сейчас попробуем аккуратненько разделить. О! Здесь у нас вот это прям так просится. Сразу первое. Листик. Что-то здесь держит его. Чуть-чуть. Оп. Вот готов первый. Маленький, симпатичненький. Далее. Наверное, вот здесь надо как-то. Ну вот. О.
Смотрите, какие корешочки хорошенькие у него. И еще одна у нас. Вот этого, вот этот вот. Уже почти здесь чистила грунт. Конечно, можно было его оставить. Но вот, как видите, уже сам, можно сказать, отвалился. Ну вот, получается, две маленькие деленочки. Здесь уже вот побольше. Итак, дальше я грунт очищать уже не буду. Считаю, что этого достаточно. В таком виде можно приступать к посадке. Обрезать тоже корни здесь не следует. Корни, как вы видите, здоровые все. Вот не такие уж они и длинные. Старых корней нет. Здесь то же самое вот у нас. Смотрите, розовенькие, хорошенькие, молоденькие. Вот. Так что буду использовать тот же горшочек, в котором находилось это растение, для посадки грунт второго состава. Вот он у нас уже приготовленный, отжатый. На дно чуть-чуть грунта. И далее аккуратненько опускаем растение. Вот такое. Много насыпала. Видимо, чуть-чуть уберем. Так, вот, досыпаем свободное пространство грунтом. Напомню вам, состав грунта — это кокосовый субстракт крупной фракции и 3 части, и верховой торф 1 часть. Видите, он какой крупный. Так, ну, досыпаем. Так, один у нас готов, посажен. Также мы посадим и второй. Тоже быстренько все это, чуть-чуть на дно и опускаем. Как удачно горшочки подошли прям по размеру. Так. Покрутили. Маленькие деленочки мы, наверное, посадим в обычные пивные стаканчики. Вот. Так, готов. Очень удобно будет наблюдать за ростом корней. Ну, вот так же и садим. Оп. Тоже посыпаем свободное пространство грунтом. Также посадим и второй. Кустик мы вместе с вами разделили, посадили. Сейчас можно обработать листовую массу любым биостимулятором. Я использую HB101, обрабатываем с обоих сторон, как с внутренней, так и наружной. И сами черешки тоже можно обработать. Так я обработаю все листики. Вот эти растения отправятся сейчас в тепличку под хорошее освещение и под высокую влажность воздуха. Цветочки я срезать не буду, потому что, как вы видели, куст разделился очень легко. Корневая система не пострадала. Мы ничего не обрезали. Поэтому я так думаю, что в тепличке ему будет неплохо. Но все равно за ним придется наблюдать какое-то время. И если вдруг листики потеряют тургор, то придется все-таки нам цветочки обрезать. Но будем надеяться, что все пройдет успешно. И цветочки мы сохраним. Вот эти малыши, мы посадили их в стаканчики. Это вот в этом стаканчике на дне у нас отверстие. Можно еще здесь сделать пару отверстий. И второй стаканчик уже у нас без отверстия. То есть, как видите, здесь своего рода получился у нас двойной стакан. То есть при поливе излишки влаги будут стекать вот в этот наружный горшочек.
Но опять же, вот такая конструкция, это дополнительная, скажем так, страховка от перепада температур при корневой зоне. То, что растения, конечно, будут стоять в тепличке, то и так там колебания температур будет не так большое. Но вот в ночные периоды вполне возможно. Что еще хочется? Также мы их обработаем биостимуляторов все и отправим в тепличку. Если у вас, допустим, нет такой теплички и влажность воздуха оставляет, скажем так, желать лучшего, можно сверху одеть либо пакетик, либо, опять же, тот же стаканчик. Но вот боюсь, что вот этот стакан, конечно, у нас не влезет. Вот. Здесь еще это. Ну, не забывайте, если вы сверху все-таки будете делать тепличку, то обязательно отверстия должны быть для вентиляции воздуха. Ну что, первое время мы следим за растениями. Так как грунт у нас влажный, и они будут стоять в тепличке при высокой влажности воздуха, то просыхать грунт будет очень медленно. Поэтому первое время возможно подсыхание верхнего слоя. В этом случае лучше полив заменить опрыскиванием. То есть главное не переувлажнить грунт на данном этапе. Все, растения пересажены. Спасибо за участие. Всего вам доброго. До свидания.